Поклевки были, отдай спиннинг. К вопросу об универсальном удилище. Щучка хорошая. Да, друзья, это настоящая удача. Привет, друзья! Сейчас конец зимы, и я в очередной раз выбрался на рыбалку на небольшую речку, половить щуку. Эта речка с естественным терморежимом, сейчас здесь температура воды 1-2 градуса, поэтому белые хищники, которые здесь в принципе присутствуют, в этот период не реагируют на спиннинговые приманки, только щука. И помимо классического джига, на который она ловится в холодный период хорошо, сегодня я буду использовать второй комплект снастей, который у меня будет оснащен воблером. Воблером Minnow различных вариаций заглубления, в зависимости от глубины в выбранном месте ловли. И, как правило, я буду облавливать самую глубокую часть ямы и самые закоряженные ее участки джигом, а по бровкам, по краям буду пробовать воблером. Ну, посмотрим, что из этого получится. Поехали! Ну вот на джиг поклевка. Рыбка нормального размера. Ух ты, очень нормального размера. Я даже боюсь представить такого. Блин, офигеть. У меня сердце задергалось. Нет, только не в мотор. Это мамаша. Очень хорошая рыба. Сидит нормально, но форсировать не стоит. Как раз на струе стою и трудно эту мадам подвести. Не знаю, может сдвинуться вниз по струе. Тут, конечно, тяжело работать с крупной рыбой. Поток меня несет, точнее поток несет рыбу, помогая ей. Не могу ее на этой струе подвести нормально и взять. Сейчас чуть-чуть прям сдвинусь вниз по течению. Дело в том, что я встал на входе в яму на самом сильном потоке. Иди сюда.
ребята! Ха-ха! Вот это да! Вы только взгляните! Ух. Сидела крепко, позволила мне повозиться с ней. Нужно было сразу сдвигаться вниз по течению. Там, где уже струя ослабевает, и более эффективно брать и быстро такую рыбу. Ух. Взяла на червячка от Savage Gear. Здорово. У меня еще дрожит рука под такой тяжестью, поэтому, ну, в общем, 7900 в ней есть точно. А теперь она отправится домой. Уху! Ха! Да, ребята, первая рыбка сегодня, и она самая крупная для такого масштаба реки в моей практике. 7900 это трофей, в принципе, для любого водоема, а для малой реки это супер трофей. Я провел несколько раз джигом по этому месту. Вот, потом поставил шедик такой диповый. И вот щучка. Красавица. На паузе ударила. Ну все как надо. Да и щучка неплохая. Не хочет подниматься. Да. Я тебя потрогаю немножко и отпущу. Щучка хорошая. Под 3 килограмма где-то весом. О! Ребята, есть контакт. У-ху! Супер. Но это трешка, ребят, это трешка и на воблер. Обе схемы сегодня работают, но вот что важно, то что крупная взяла в самой глубокой части ямы на джиг, где воблером, ну, не получается рыбу достать. А почему-то с бровок вот гораздо эффективнее снимать рыбу воблером. Я прокидал сейчас, тут такая прижимная к высокому берегу яма, я прокидал дальнюю от берега бровку джигом, нифига. И вот сейчас поставил воблер на первой же проводке, среагировала, красавица. Красивая рыба. Да, когда вот ее вблизи рассматриваешь, прям великолепные цвета. Ребята, это класс. Две рыбы, обе просто суперские.
Пока. Ха-ха. День уже удался. Еще только начало рыбалки. К вопросу об универсальном удилище. Да, конечно, в подобной ситуации, когда чередуешь джиг и какие-то рывковые анимации воблера, можно обойтись одним удилищем, но более правильно использовать два, немножко разных по своему строю и типу удилища. Для рывковых анимаций и, в принципе, для анимаций каких-то таких динамических мне больше нравится удилище с довольно жесткой вершинкой. Она может быть менее информативна на отстукиваниях при касании джиговой приманкой дна или коряк, но именно манипуляции воблером или какой-то другой, допустим, безлопастной приманкой, там, стиком, ей гораздо более удобно, и, соответственно, контроль и качество выполнения проводки с таким типом удилища, с таким типом строя гораздо лучше. Ну а для джигового варианта ловля больше подходит удилище с довольно мягкой вершинкой, она более информативна, и все касания приманки на паузах, они более четко отыгрывают. Плюс еще я использую разные по толщине шнуры, с воблером более тонкий, PE 0,8 в данном случае. Это позволяет использовать воблеры с не очень большой лопатой, загонять их на приличную глубину. А джиг, там ловля ведется в коряжниках и постоянное трение шнура обо что-то, поэтому использую PE 1,5. Хотя можно и PE 2 использовать, просто, ну, у меня довольно легкий комплект снастей, не хочется излишне толстый шнур применять, но можно и PE 2. Восьмерка. Прошло уже, наверное, часа 2. Но, ребята, я никак не могу прийти в себя. Адреналин, такое ощущение, что только начал остывать в моей крови. И это круто. У меня не было ни тени сомнений, что именно сегодня надо отправляться на рыбалку. Дело в том, что всю неделю стояла хорошая такая весенняя погода, солнечная, безветренная, днем доходило до +5, а вот именно сегодня резкий слом погоды, сильный порывистый ветер до 14 метров в секунду. Хотя хорошо, что на небольшой речке это не так сказывается на рыбалке, но все равно некомфортно, и проводку иногда плохо чувствуешь. При этом температура -3, кольца мерзнут. Ну, в общем, одним словом, ненастье. Но я знал, что именно ненастье любит крупная щука. Она в такие дни активизируется, и факт поимки это подтверждает. Смещусь-ка к выходу из ямы.
Поднимайся, поднимайся. Поднимайся. Удочка классно отрабатывает по стреблине. Класс. Уа! Ха-ха. Ну что, ребята, третий крокодил за сегодня. Это, я думаю, 3,5-4. У-ху! Ха-ха! Да, потрясающее утро. Класс. Я не припомню такого. Вот что значит плохая погода. Супер. Ух ты! Да, ребята. Третий монстр. Монстр малой реки. Крокодил. Все классически. Мощный удар на паузе джиговой приманки. Это червь от Savage Gear. Приманка сегодня 2 трофея принесла. Это о чем-то договорит. Друзья, ну вот удивительное дело. Ветер стих, снег закончился, стало проглядываться солнышко. Одним словом, распогодилось. А вместе с этим исчез и клев. Если с утра были поклевки, какая-то активность рыбы, помимо пойманных еще сходы были, то последние 2 часа ни одного контакта. А места проверенные, рыба есть. Это говорит о том, что ненастье для нас, спиннингистов, только на руку. Рыба точно есть, но никакие мои ухищрения с проводками, с приманками, с перестановками результата не дают. Хотя, конечно, после утренних событий все это довольно легко воспринимается и переносится, но лишний раз доказывает, что настроение щуки непредсказуемо, и если она перестала быть активной, то есть, как иначе говорят, ее выключили, то ничего здесь уже не сделаешь. Только пить чай. Наверное, кстати, и попью.